юный палеонтолог Женя Кислов. Привет, вы на моем канале Женя Кислов. Сегодня расскажу, как вымирали динозавры. На самом деле массовых вымираний было несколько. За всю историю существования Земли было примерно 5 вымираний. Жизнь на нашей планете существует больше, чем 500 миллионов лет. И в конце каждого периода исчезали очень много видов живых существ. Ученые считают, что причиной были какие-то экологические катаклизмы. То планета покрывалась льдом, то мировой океан затапливал сушу, то глобальное потепление и извержение вулканов. А еще были кометы и разные астероиды. Самым массовым было пермское вымирание. Тогда исчезло практически все живое. Остались архозавры, от которых потом произошли динозавры и птицы. Сегодня же мы разберем гипотезы последнего массового вымирания, которое произошло в конце мелового периода. Именно тогда вымерли динозавры. И птерозавры вымерли тоже. Существует много разных версий для того, как вымирали динозавры. В этой книге говорится, что всему виной астероид. А в этой книге, что это может быть еще и вулканы. Давайте разберемся, какая гипотеза правдива. Самая популярная версия – это небесное тело, которое врезалось в Землю. Итак, первое – астероид. Он был очень большой, чуть меньше маленького города, например, Ялта. Он летел и упал на Землю. Вызвал огромный взрыв, сильнее ядерного. В небо поднялась пыль, пепел, стало темно. Из-за этого растения перестали давать кислород, а еще перестали расти. В морях исчез фитопланктон, стало нечем дышать и нечего кушать. И образовал большой толчок, большой кратер, как на Луне, только очень огромный. И динозавры начали вымирать, а те, которые выжили, умерли от цунами, а еще проснулись тысячи вулканов. Насчет метеорита, я думаю, что это неправильная теория, потому что почему тогда выжили крокодилы, там всякие водные рептилии. Еще одна гипотеза – взрыв звезды, которая находилась недалеко от нашей Солнечной системы. После того, как она взорвалась, радиация уничтожила практически все живое на планете. Но я в это не сильно верю, потому что радиацию пересидеть в норке нельзя. Почему же тогда остались первобытные черепахи, первобытные мыши, крокодилы там? А другие ученые считают, что виноват в этом вулкан, и не один, а множество. В конце мелового периода их стало очень много, и динозавры начали вымирать, потому что вулканы образовали пепел, газ, и стало им нечем дышать. И они начали мигрировать в другую страну. Не было видно даже солнышка, и поэтому некоторые начали умирать. Про вулканы я тоже не верю в теорию. Почему тогда, например, черепахи выжили? Но им все равно нечего было дышать. И кислотные дожди,
еще одна гипотеза – нехватка пищи. Некоторые палеонтологи считают, что еда стала отравленной, и травоядные вымерли, а за ними и хищники. А почему тогда не вымерли крокодилы, млекопитающие? Ну, млекопитающие мне уже понятно. Я видел, почему они выжили. Там осталось еще много лесов, когда им грозила опасность, они зарывались. А еще одна теория – это вирусы. Такие, как коронавирус, например. Вирусологи говорят, что, возможно, все динозавры болели тогда каким-то страшным вирусом и не смогли выжить. А вот эта теория, мне кажется, правдоподобной, как никогда раньше. Пандемия. В то время появился какой-то вирус, который и уничтожил бедных динозавров. Такой вирус, как коронавирус, запросто мог стать причиной болезни. А почему выжили млекопитающие, ящерицы? А может, потому что они были приспособлены и вирус не подходил? А еще одна теория, что все хищники съели яйца. Один спинозавр и украл яйцо дракорекса. И так все начали украдать яйцо у дракорекса. Дракорексов не осталось, а спинозаврам нечего стало есть. Или, например, теория, там, где тираннозавр и шел, заметил яйцо. И съел яйцо, и так все начали яйцо есть, и больше не осталось диплодоков, и стали вымирать тираннозавры. И еще одна теория говорит, что причиной могли быть детеныши. Дело в том, что девочки перестали рождаться. Это могло быть связано с температурой. Стало прохладней. Это повлияло на развитие яиц. Самки перестали рождаться, и некому больше стало откладывать яйца. А кроме девочек, кто же еще будет рождать яйца? Насчет самок, думаю, что это правильная теория. Потому что у крокодилов там рождались девочки и мальчики. А у динозавров не стали рождаться самки. Кстати, а вы знаете, что один водный динозавр все-таки остался? Это плезиозавр. То есть я говорю о лохнесском чудовище. И если у меня спросят, почему вымерли динозавры, я поддерживаю только две гипотезы. Рептилии начали есть яйца. Вторая, то, что самок больше не рождалось. Астероид, конечно, падал, но я не думаю, что это стало основной причиной вымирания. Вымерли динозавры и птерозавры. Из летающих остались только микрорапторы, которые потом эволюционировали с птиц. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся на моем канале. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. До новых встреч. Going on vacation on a credit card.